Инструкция по захвату Земли для чайников. Спецвыпуск для тех, кто умеет хорошо шевелить извилинами. Глава 1. Как все пошло не по инструкции. Верховный координатор галактического сектора ZX-42, для друзей просто Бзынь. Существо, чьи 3 антенны постоянно шевелились в такт бурлящей внутри него энергии, почесал третью и в 100-й раз перечитал служебную инструкцию «Захват планет класса С», пошаговое руководство для продвинутых завоевателей. Крупная копия инструкции, объемом с небольшой шкаф, была увешана пометками, сделанными разными цветами фломастеров, от нежно-розового, заметки любовницы Труст, касающиеся, преимущественно, повышения Бзыня в должности и соответствующих бонусов, до ядовито-зеленого, его энергичной жены, которая регулярно корректировала военные стратегии, добавляя пункты о правильном распределении ресурсов и заботе о моральном духе захватчиков. Бзынь, опытный руководитель, усыпанных наградами как новогодняя елка, просто обожал инструкции. Без них, он искренне считал, никакой серьезной военной кампании не провести. Хотя справедливости ради, многие медали были получены им за особые заслуги перед галактическим сообществом, которые включали в себя героическое спасение от взрыва межгалактического доброго населения и успешное предотвращение бунта межгалактических почтовых рыб. Бзынь снова проглядел инструкцию. Планета Земля, очаровательный голубой шарик на голографическом экране, требовала немедленного вмешательства. Пора порабощать. Шаг 1. Выберите планету с разумной, но не слишком развитой цивилизацией. Примечание: если аборигены уже изобрели социальные сети, но еще не открыли межзвездные путешествия, это идеальный момент. Отлично, пробормотал Бзынь, удовлетворенно кивая. Первый пункт выполнен, даже лучше, чем в инструкции. Мы первые, кто обнаружил этот, очаровательный шарик. Редчайшая удача, вся галактика мне завидует. Шаг 2. Внедрите своего агента в высшие круги власти планеты. Вот тут начались проблемы. Их лучший агент, специально выращенный в секретных лабораториях для внедрения в земное общество, застрял в отделе технической поддержки какой-то компании под названием Микромизер. И не просто застрял, а процветал. «Простите, верховный координатор», — докладывал агент по защищенному каналу связи, голос его был полон неподдельного восторга. «Но я не могу покинуть эту должность. Каждый раз, когда я пытаюсь уволиться, они повышают мне зарплату и добавляют акции компании. Кроме того, у меня появился собственный кот, который спит на моем рабочем столе». Бзынь тяжело вздохнул всеми 3 легкими. Но как же захват планеты? А вы видели наши корпоративные бонусы? Продолжал агент, игнорируя вопрос. У меня безлимитный кофе, массажное кресло, скидки на все товары компании, еще они оплачивают мне курсы по йоге. На родной планете я такого и за 1000 световых лет не получу. «11 секунд ради выживания автора». Подписывайтесь, ставьте лайки, не жалейте комменты, расскажите друзьям о канале. Не пожалейте монетку, номер карты под видео и в инфе о канале. Шаг 3. Создайте панику среди населения с помощью необъяснимых явлений. С этим тоже вышла незадача. Их новейший генератор паранормальных явлений, стоимостью в 3 галактических бюджета, создал в небе над Нью-Йорком гигантское НЛО, сияющее всеми цветами радуги и извергающее потоки разноцветной космической пыли. Земляне, вместо того чтобы паниковать, сделали из этого мем, запустили флешмоб решеткан над Нью-Йорком и наводнили социальные сети миллионами фотографий и видеороликов, сопровождаемых веселыми комментариями и шутками. А потом еще и продали право на использование данного мема в качестве рекламы новой марки газированной воды. «Может, попробуем что-нибудь более страшное?» — предложил младший помощник Бзыня, молодой амбициозный инопланетянин с 4 антеннами. Например? «Ну, мы могли бы отключить им интернет на час». «Ты с ума сошел!» — воскликнул Бзынь, в ужасе отбросив инструкцию. «Мы же не военные преступники. Мы — галактические завоеватели. Нам положено вести себя с достоинством». Бзынь задумался о том, что, возможно,
пришло время для новой серии медалей, которые бы отражали его уникальный подход к завоеванию планет. Он начал разрабатывать концепцию медалей за мирный захват наград, которые бы подчеркивали достижения в области геймификации и инновационного подхода к дипломатии. Он уже придумал несколько категорий: за креативный подход к мему, за выдающиеся достижения в пародийной политике и за максимальное количество просмотров в социальной сети. Собрав своих подчиненных, Бзынь с воодушевлением объявил о создании новой медали. Поздравляю вас, коллеги! Мы являемся первыми инопланетянами, которые думают захватить планету, не оставив ни единого следа разрушений. В честь нашего успеха я объявляю о введении новой медали за инновации в захвате планет. Каждый из вас получит ее за свою роль в этом историческом событии. Шаг 4. Установите контроль над ключевыми ресурсами планеты. Этот пункт вообще превратился в фарс. Их лучшие экономические аналитики, существа с 6 головами и 8 руками, потратили 3 месяца, пытаясь понять, что такое криптовалюта и почему земляне считают ее ценным ресурсом. «Сэр», — докладывал главный аналитик, голос его дрожал от напряжения. «Мы попытались купить контрольный пакет этих, как их, биткоинов. Ты... Мы случайно обрушили крипторынок. Теперь половина Земли считает нас китами-манипуляторами, а вторая половина предлагает нам работу в хедж-фондах с очень хорошим САЦ-пакетом». Шаг 5. Замените ключевые фигуры власти своими двойниками. Это вообще оказалось невозможным. Их лучший специалист по маскировке, мастер перевоплощений, вернулся с Земли в глубокой депрессии. «Вы не поверите», — рыдал он, утопая в слезах космической жабы, «они сами не могут отличить настоящих политиков от пародий. У них есть специальные шоу, где люди изображают президентов, и получают за это деньги. Как я должен был внедрить двойника, если я даже не могу понять, кто настоящий?» 12 секунд ради незаменимого автора. Подписывайтесь, расскажите друзьям о канале, не жалейте лайки и комментарии. Подкиньте монетку, номер карты под видео и в инфе о канале. Шаг 6. Первой жертвой войны на любой планете всегда становится правда. Победите правду в ключевых точках. Бзынь посмотрел на статистику социальных сетей Земли и закрыл инструкцию. Даже их суперкомпьютеры, способные моделировать гравитационный коллапс целых галактик, не могли уследить за количеством постов, мемов, фейков и теорий заговора, которые земляне генерировали каждую секунду. «Знаете что?» — сказал он своему штабу, в голосе его слышалась новая, необычная нотка оптимизма. «У меня есть идея получше. Вместо того, чтобы бороться с потоком информации, мы будем его усиливать». Бзынь разработал гениальный план. Они начали массированную информационную кампанию, наводняя интернет фейковыми новостями о знаменитостях, пришельцах и мистических явлениях. Земляне, вместо того чтобы ужасаться, просто радовались, что над всем страшным уже можно просто посмеяться. Шаг 7. Установите полный контроль над информационным пространством. Через неделю на Земле появилось новое приложение для смартфонов – Alien Invasion Simulator. Игра, где нужно было защищать планету от вторжения инопланетян, стала хитом. Никто не догадался, что это была реальная система планетарной обороны, замаскированная под игру. Бзынь получил повышение и премию за инновационный подход к межгалактической дипломатии. Их агент в Micromiser стал начальником отдела и теперь имел 2 массажных кресла. А специалист по маскировке открыл 3 канала с пародиями на политиков и зарабатывал больше, чем весь бюджет их военной кампании. В своем итоговом отчете Бзынь написал: «Земля успешно захвачена методом добровольной капитуляции через геймификацию. П.С. Прошу увеличить бюджет на кофе, массажные кресла котов и курсы по йоге для штаба». Где-то в офисе Micromiser инопланетный агент смотрел в окно на закат, поглаживая своего кота, и думал, что, возможно, захват планеты – это не всегда то, что написано в инструкции. Иногда достаточно просто найти хорошую работу с печеньками и котом в офисе. А может, и с 2 массажными креслами. Каждый вечер миллионы землян просиживали часы, пытаясь защитить свою планету от вторжения, в то время как Бзынь получал отчеты о том, как увеличивается количество пользователей.
Этот успех не остался незамеченным. Бзынь получил повышение и премию за инновационный подход к межгалактической дипломатии. Он чуть не расплакался от счастья, когда узнал, что теперь будет работать в специализированном офисе с видом на звездное небо. Глава 2. Неожиданные последствия успешного захвата. Успех операции по мягкому захвату Земли был настолько ошеломительным, что даже верховный координатор Бзынь был немного озадачен. Инструкция предписывала полную и безоговорочную капитуляцию землян, а вместо этого они добровольно установили на свои смартфоны приложение «Симулятор инопланетного вторжения», с радостью отдавая свою личную информацию в обмен на виртуальные бонусы и возможность похвастаться перед друзьями высоким рейтингом в таблице лидеров. Бзынь, получивший за это повышение в должности до суперверховного координатора и целую планету в личное пользование, в виде красивого голографического проектора на рабочем столе, начал испытывать некие сомнения. Земляне весьма непредсказуемы. Их способность превращать любую катастрофу в мем и любую угрозу в развлечение поражала даже опытных межгалактических стратегов. Агент в Micromizer, теперь уже генеральный директор с 3 массажными креслами и личным поваром, докладывал о небывалом росте производительности труда. Земляне, оказалось, работают с усердием и энтузиазмом, если им обеспечен бесплатный кофе и регулярные корпоративные вечеринки. Они даже не протестовали, когда инопланетные коллеги начали вводить новые технологии и совершенствовать рабочие процессы, все воспринимая как интересные эксперименты. Однако идиллия была недолгой. Земляне, оказалось, быстро приспосабливаются к любым условиям. Они создали множество новых мемов, связанных с инопланетным вторжением, и начали продавать сувениры с изображением Бзыня в разных смешных ситуациях. Вскоре появились кукла Бзыня, видеоигры с его участием, и даже музыкальные группы, посвятившие ему свои песни. Бзынь, оказывается, стал галактической звездой. Его портрет висел в каждом баре, кафе и ресторане. Его цитаты вдохновляли землян на новые подвиги. Ведь он работал по второй версии инструкции, написанной после того, как его предыдущая попытка захвата планеты закончилась фиаско из-за того, что агенты перепутали Землю с планетой Петуния, где местные жители оказались лишь крайне агрессивными цветами. Бзынь был опытным руководителем, и именно поэтому всегда держал под рукой исправленный план «Б». Он обладал множеством медалей, но настоящих, а не просто для галочки. Например, за свою любовь к числу 42 он получил медаль за редкие увлечения, а вот за свою неудачную попытку покорения планеты Эпицентр, где все жители оказались любителями комедий, он был награжден золотой лужайкой, призом за наилучший юмор в косморазведке. Значит, земляне правы, что восхваляют его. По крайней мере, так думали его жена и некоторые дамы с работы. Но настоящая проблема возникла, когда земляне начали использовать систему планетарной обороны, замаскированную под игру для своих собственных целей. Они начали строить виртуальные заводы, организовывать виртуальные протесты, и даже проводить виртуальные выборы на планетах-поработителях. Виртуальный мир стал для соотечественников Бзыня более реальным, чем сам реальный мир. Бзынь понял, что потерял контроль. Он завоевал Землю, но потерял себя. Он стал игрушкой в руках землян, и это было гораздо страшнее, чем любое военное поражение. В своем дополнении к отчету Бзынь написал: «Земля захвачена». Однако официально выданные армии рекомендации по управлению завоеванной планетой не работали. Прошу разрешения на отпуск на необитаемый остров с хорошим интернетом и без массажных кресел. А в это время на другом конце галактики авторы инструкции по захвату планет начали работу над новым изданием. Как не стать объектом захвата со стороны планеты, которую вы пытаетесь захватить, руководство для чайников. И это была действительно очень интересная история. И это очень интересная и очень длинная история, с продолжением. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии для продвижения, расскажите друзьям о канале, подкиньте монетку, номер карты под видео и в инфе о канале.